Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как я и обещал, вас ждет большой дополненный выпуск, в котором вы увидите топ-28 лучших мотардов с двигателями от 400 и до 1200 кубических сантиметров. Однако мы пойдем в обратном направлении и начнем с самых дуровых машин. Открывает выпуск король мотардов по объему Aprilia Dorso Duro 1200. Мотоцикл пошел в серию с 2011 года. Он оснащается V-образной двойкой жидкостного охлаждения, объем которой составляет 1197 кубических сантиметров. Она выдает 130 лошадиных сил и 105 ньютон-метров крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 212 кг. Бак вмещает 12 литров топлива. Максимальная скорость 230 км в час. Подвески имеют хода 160 мм спереди и 155 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. Aprilia Dorso Duro 1200 был снят с производства в 2013 году. Далее идет Ducati Hypermotard 1100, который появился на свет в 2007 году. Он оснащается L-твином воздушно-масляного охлаждения объемом 1078 кубических сантиметров с десмодромным приводом клапанов. Он выдает 90 лошадиных сил и 102 ньютон-метра крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 177 кг. Бак вмещает 12,5 литров топлива. Версия EVO выдавала 95 лошадиных сил и имела 172 кг сухого веса. Ход подвесок составляет 165 мм спереди и 141 мм сзади. Высота по седлу 845 мм. KTM 990 Supermoto, который пришел на смену 950-му в 2008 году. V-образная двойка была увеличена до литра, а если быть точнее, то объем составляет 999 кубических сантиметров. Максимальная мощность возросла до 114 лошадиных сил и 97 ньютон-метров крутящего момента. При этом сухая масса увеличилась всего на 1000 грамм и стала составлять 192 килограмма. Максимальная скорость возросла до 230 км в час. KTM 990 Supermoto покинул конвейер в 2012 году. KTM 950 Supermoto. Этот почти литровый мотард оснащается 942-кубовым V-твином жидкостного охлаждения, который выдает 98 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 191 кг, плюс 15-литровый бак. Максимальная скорость 220 км в час. Подвески имеют приличные хода 200 мм спереди и 210 мм сзади. Отсюда и большая высота по седлу 875 мм. Продавалась также и версия R. Мотоцикл производился с 2005 по 2008 год.
Ducati Hypermotard 950, который пришел на смену 939 в 2019 году и продается по сей день. Объем двигателя остался прежним — 937 кубических сантиметров, а вот мощность выросла до 114 лошадиных сил, однако крутящий момент снизился и стал составлять 96 ньютон-метров. Все остальное без изменения. Цена за базовую версию в Италии составляет 14 800 евро, версия SP стоит уже 18 900 евро. Ducati Hypermotard 939, который увидел свет в 2016 году и выпускался до 2018 года включительно. 937-кубовый L-Twin жидкостного охлаждения выдает 110 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. В боевом состоянии мотард весит 204 килограмма. Бак вмещает 16 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Подвески имеют ход 170 мм спереди и 150 мм сзади. Husqvarna Nuda 900. Мотоцикл был выпущен компанией в 2011 году после ее поглощения BMW, поэтому здесь за основу взят мотор от BMW F800R, которому инженеры накидали дополнительные 100 кубических сантиметров. В итоге 898-кубовая рядная двойка стала выдавать 105 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость 220 км в час. Сниженная масса мотоцикла 195 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Ход подвески 210 мм спереди и 180 мм сзади. Aprilia 900 Dorso Duro, которая продавалась с 2017 по 2020 год. Мотоцикл в своем арсенале имеет уже 896-кубовую V-образную двойку, которая выдает 95 лошадиных сил и 90 ньютон-метров крутящего момента. При этом в сухом состоянии мотоцикл весит как младшая версия — 186 кг. Бак вмещает те же 12 литров топлива. Высота по седлу 890 мм. Ход подвески 160 мм спереди и сзади. Высота по седлу 870 мм.
Ducati Hypermotard 820. Эта модель производилась с 2013 по 2015 год. Здесь уже стоит L-Twin Testa Stretta с 4 клапанами на цилиндр объемом 821 кубический сантиметр, который выдает 110 лошадиных сил и 92 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 198 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. Максимальная скорость 200 км в час. Выпускалась также версия SP. Ход подвесок 170 мм спереди и 150 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. Ducati Hypermotard 796, который появился на рынке в 2010 году, а покинул его уже в 2012. Он оснащается 803-кубовым L-Twin, естественно, с десмодромным приводом клапанов, которых здесь по 2 на цилиндр. Силовая установка выдает 81 лошадиную силу и 75 ньютон-метров крутящего момента. Сухой вес мотарда 167 кг. Бак вмещает 12,5 литров топлива. Средний расход заявлен в 4,7 литра на 100 км. Максимальная скорость 190 км в час. Ход подвесок составляет 165 мм спереди и 141 мм сзади. Высота по седлу 825 мм. В апреле SMP 750 Dorso Duro. Этот итальянский мотард производился с 2007 по 2015 год и оснащается V-образной двойкой объемом 749 кубических сантиметров, который выдает 92 лошадиные силы и 82 ньютон-метра крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 186 кг, плюс 12-литровый бак. А от 0 до сотни апреля 750 Dorso Duro разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Средний расход заявлен производителем в 5,3 литра на 100 км. Подвеска имеет ход 150 мм спереди и 160 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. KTM 690 SMC-R. Этот супермото оснащается легендарным одноцилиндровым двигателем LC4 объемом 692 кубических сантиметра, который сочетает в себе мощное ускорение с плавностью хода. Он выдает 74 лошадиные силы и 73 ньютон-метра крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещает 13,5 литров топлива. Сухая масса мотоцикла 147 кг. Высота по седлу 892 мм. Дорожный просвет 237 мм. Хода подвесок 215 мм спереди и 240 мм сзади. Минимальная цена на официальном сайте 13 тысяч евро.
Далее идет его брат-близнец Husqvarna 701 Supermoto, который построен на платформе KTM 690 SMC-R и имеет абсолютно те же самые характеристики, но при этом оснащается побогаче. У себя на родине 701 Supermoto стоит 15 700 евро. Новинка 2024 года Ducati Hypermotard 698, которая станет прямым конкурентом 690 SMC-R от KTM и его родственниками, как Husqvarna 701 Supermoto и GASGAS SM700. Чтобы соответствовать своему имиджу производительных мотоциклов, Ducati пошла на самый логичный технический шаг. Взяла великолепный 1299-кубовый двигатель от Panigale V2 и отрезала передний цилиндр, чтобы получить непревзойденную 659-кубовую одностволку, которая выдает 77,5 лошадиных сил при 9750 оборотах в минуту и 63 ньютон-метра крутящего момента на 8000. Однако по заявлению производителя мощность можно легко поднять до 85 лошадиных сил, благодаря прямоточному выхлопу от Реминьони, и это при сниженной массе в 162 килограмма. Появление Ducati Hypermotard 698 у дилеров ожидается в начале 2024 года по цене за базу около 13 тысяч долларов. Yamaha XT660X производился с 2004 по 2014 год. Он построен на базе эндуро Yamaha XT660R, отличаясь от него колесами, подвесками и тормозами. Тот же одноцилиндровый двигатель объемом 659 кубических сантиметров выдает 48 лошадиных сил и 60 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 186 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Высота по седлу 870 мм. Дорожный просвет 205 мм. Ход подвески 200 мм спереди и 190 мм сзади. KTM 660 SMC производился с 2003 по 2006 год. Его одноцилиндровый 654-кубовый двигатель жидкостного охлаждения выдает всего 32 лошадиные силы и 42 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса 140 кг, высота по седлу 910 мм, хода подвесок 285 мм спереди и 310 мм сзади. Бак вмещает 9 литров топлива, максимальная скорость 150 км в час. Honda FMX 650. Модель была представлена в 2005 году, однако производилась она всего 2 года. Сердцем для Honda FMX 650 стал одноцилиндровый мотор объемом 644 кубических сантиметра воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл Honda NX 650 Dominator. Данный мотор для своего объема показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 лошадиных сил и 52 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 163 кг, разгон от 0 до сотни занимает около 6 секунд, максимальная скорость 150 км в час. Хода подвесок 218 мм спереди и 186 мм сзади, высота по седлу 875 мм.
Husqvarna SMR 630. Этот мотард появился в 2011 году. Он оснащается одноцилиндровым двигателем объемом 600 кубических сантиметров, который выдает 63 лошадиные силы. В боевом состоянии SMR 630 весит всего 148 кг. Бак вмещает 12 литров топлива. Мотоцикл имеет довольно большие хода подвесок, спереди 250 мм, сзади 280 мм. Высота по седлу тоже не маленькая и составляет 910 мм. Дорожный просвет 240 мм. Априле SXV 550 выпускался с 2006 по 2011 год. Этот супермото именно боевая спортивная машина, амалогированная для дорог общего пользования, которая была построена на базе RXV, первого в мире серийного кроссового мотоцикла с инжекторным V-твином. Несмотря на 2 цилиндра, мотор получился очень легким и мощным. Он выдает 70 лошадиных сил, при том, что снаряженная масса всего 142 килограмма. Угол развала цилиндров 77 градусов не просто магическое число. Такое решение позволило отказаться от балансирных валов в конструкции, потому что вибрации практически отсутствуют. Двигатель, кстати, крутится до 12 тысяч оборотов в минуту. Максимальная скорость SXV 550 180 км в час. Бак вмещает 8 литров топлива. Высота по седлу 915 мм. Husqvarna SMR 511 был также представлен в 2011 году. Так как с 2007 года компанией Husqvarna владел концерн BMW, то SMR 511 досталась силовая установка от Enduro BMW G450X, производимая на тайваньском заводе Kymco. Это одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, которому повысили объем до 477 кубических сантиметров. После этого он стал выдавать 45 лошадиных сил. При этом сухая масса мотоцикла всего 118 кг. Бак вмещает 8,5 литров топлива. Подвеска имеет ход 250 мм спереди и 290 мм сзади. Высота по седлу 915 мм. Мотард апреля SXV 450. Младший брат также выпускался с 2006 по 2011 год и основан на кроссовом байке RXV 450, имея V-твин жидкостного охлаждения, объем которого 449 кубических сантиметров. Он выдает 60 лошадиных сил при сумасшедших для класса 13 тысячах оборотов в минуту. Снаряженная масса с полным 8-литровым баком 130 кг. Максимальная скорость 160 км в час. Высота по седлу те же 915 мм. KTM 450 SMR. Настоящий супермото от KTM с превосходным соотношением мощность к массе основан на гоночной кроссовой модели KTM 450 SXF. 449-кубовая одностволка выдает 63 лошадиные силы, при том, что сухая масса мотоцикла всего 102 кг, из которых 27 кг весит сам двигатель.
Миниатюрный бак вмещает 7 литров топлива. Хода подвесок серьезные, 285 мм спереди и 266 мм сзади. Высота по седлу 890 мм. Дорожный просвет 290 мм. Цена на официальном сайте 12 400 евро. Husqvarna FS450, который построен на флагманской кроссовой модели Husqvarna FC450. И это практически полный, но более дорогой двойник KTM 450 SMR. Сам мотоцикл получился немного тяжелее, чем оригинал, сухая масса 106,7 кг. Цена на официальном сайте не указана, в других источниках она составляет от 13,5 тысяч евро. Husqvarna SMR 449, который, как и SMR 511, появился в 2011 году. Он также оснащался силовой установкой от Enduro BMW G450X, но в неизменном виде, которая выдавала 40 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 118 кг, бак вмещает 9,2 литра топлива, подвеска имеет ход 250 мм спереди и 290 мм сзади, высота по седлу 870 мм, дорожный просвет 270 мм. Suzuki DRZ400SM. Этот мотор создан на основе Enduro DRZ400S. Он оснащается 398-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который выдает 40 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни 5,5 секунд, максимальная скорость 150 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 147 кг, бак вмещает 10 литров топлива, высота по седлу 890 мм, клиренс составляет 260 мм. В Японии DRZ400SM не продается, а в США, например, за него просят $7800. Husqvarna SM400R. Эта модель появилась на рынке в 2002 году. Одноцилиндровый 399-кубовый двигатель выдает 34 лошадиные силы и 40 ньютон-метров крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 117 кг, бак вмещает 8 литров топлива, высота по седлу 850 мм, дорожный просвет 325 мм. Хода подвесок, к сожалению, не указана. В 2005 году на внутренний японский рынок компания Honda на базе Enduro XR400R выпустила модель заводского мотарда Honda XR400 Motard, которая получила целый ряд технических отличий. Больше всего в глаза бросается, конечно же, подвеска. XR400 Motard получила регулируемую 43-мм вилку перевернутого типа, ход которой уменьшился с 280 до 245 мм. Ход задней подвески сократился с 300 до 210 мм. Двигатель XR400 Motard потерял 4 лошадиные силы и 1 ньютон-метр крутящего момента в сравнении с XR400R. И теперь это 30 лошадиных сил и 32 ньютон-метра. Кроме того, мотоцикл стал на 10 кг тяжелее, 145 против 135. Бак вмещает 9,7 литра топлива.
Ну и так в довесок заканчивает выпуск электрический мотард Zero FXE. Мощность его электродвигателя составляет 46 лошадиных сил и аж 106 ньютон-метров крутящего момента, что весьма внушительно при снаряженной массе в 135 кг. Разгон до 100 производитель не указал. Максимальная скорость 137 км в час. Максимальный запас хода в городе составляет 165 км. Однако по шоссе, где практически полностью отсутствует рекуперация, мотоцикл проедет только 65 км. Полная зарядка блока аккумуляторов емкостью 7,2 кВт-часа от обычной зарядки составляет 9 часов. С помощью зарядного устройства 4 часа. Цена на официальном сайте $13 000.